Всем привет! С вами канал Mobily S. Я немножко сменил обстановку, потому что у меня немножко необычная вещь на моем канале. Сегодня я вам представляю обзор корпуса AeroCool Aero 500, версия с боковым окном. Корпус сделан из металла и пластика, весь такой в черном цвете, в минималистичном дизайне. Выглядит очень просто и незамысловато. Я купил его, если округлять, за 2000 рублей или 32 доллара или еще 26 евро на сегодняшний момент. Первым делом мы рассмотрим его внешний вид. Я специально взял камеру в руки, потому что со штатива снимать не очень удобно такие огромные вещи, типа как вот такого вот корпуса. Давайте начнем, например, с верхней панели. Здесь у нас кнопка питания есть. Вот такая вот, которая немножко выпирает над корпусом. Два переключателя для регулировки скорости оборота вентиляторов. То есть низкая ступень, вот низкая и высокая. Также можно их отключить. Сверху два индикатора. Левый это питание, правый это загрузка ваших жестких дисков. Есть еще картридер, USB 2.0, две штуки, а также два разъема под наушники и ваш микрофон. Есть еще один USB 3.0. Он нужен для всяких высокоскоростных устройств, которые поддерживают этот формат USB. Также кнопка перезагрузки вашего компьютера. Сверху здесь есть два отсека под 2.25. Их можно снять и обратно одеть. Но я их потом одену. Вот здесь есть два места под 120 миллиметровые вентиляторы. И как видите, здесь уже есть пыль. То есть вот этот передний пылевой фильтр, он работает. Также вот эту переднюю панель можно снять. Позже я это продемонстрирую. Внизу есть логотип AeroCool. Вот так он выглядит. Также здесь можно поддеть и снять. Ну, потом покажу. С левой части. Левая часть корпуса это у нас версия с боковым окном. Здесь идет вот такое вот окно. Вот оно. Окно из органического стекла. То есть простое пластиковое стекло. Здесь вот металл. Здесь уже пластик. Здесь металл. Вот металл. Сверху еще есть такая вот сеточка против пыли. На магнитах тем более. Вот магнитики. Здесь тоже можно поместить два 120 миллиметровых вентилятора, или сюда можно поместить даже трехсекционную систему водяного охлаждения. Вроде бы до 240 миллиметров, насколько я знаю. Насколько мне известно. Здесь дырочки для крепления. Давайте поставим обратно. Вот так вот это все дело ставится. На задней панели у нас здесь вот надпись Made in China. Здесь разъемы для материнской платы и вентилятор, который идет в комплекте. Тоже 120 миллиметровый. И здесь, кстати, все вентиляторы, все места под эти вентиляторы, их можно поставить только 120 миллиметровые. Ни больше, ни меньше. Чуть ниже находятся места для различных устройств. А также вот эта вот заглушечка. Здесь у меня видеокарта стоит, но ее можно снять. Она снимается. Ее можно снять и поставить обратно. Здесь специальные дырочки, как видите.
Чуть ниже расположен блок питания. Он у нас находится внизу. Вот так вот у нас он расположен. Там еще чуть ниже есть пылевой фильтр, но я его чуть позже покажу вам. А вот у нас, кстати говоря, пылевой фильтр для блока питания. Он тоже, как видите, работает. Такая пыль на нем скопилась. Это простая сеточка. Ее можно снять. Вот так вот. О, какая пылища. И вот эта сеточка. Простая сеточка, которая сделана из пластика. Здесь место для блока питания, понятное дело. Здесь есть ножки. И тем более здесь я заметил такой косячок, то что вот спереди есть вот эти ножки, а сзади справа, по-моему, здесь отсутствует она. Видимо, все-таки чуваки из Aerocool, они забыли приклеить сюда лишнюю ножку. Она сделана из резины и не дает корпусу вибрировать. Но даже несмотря на это, корпус не вибрирует, он не издает лишних вибраций. Сильно злиться из-за этого я, конечно же, не буду. Вот у нас правая часть корпуса, и здесь находится такая металлическая крышка, которая закрывает у нас эту заднюю панель. Она закрывает боковую панель, точнее говоря. Она, естественно, сделана из металла. Ее также можно снять с помощью вот этих болтиков. Вот эти болтики. С другой стороны то же самое. Их можно тоже болтиками открыть. А сейчас я хочу вот эту левую крышку, я хочу ее открыть. Вот здесь вот два болтика. Мы их откручиваем. Раз и второй. Вот мы их открутили, вот такие болтики. Такие простецкие. И открываем. Аккуратно. Она, в принципе, открывается и закрывается очень легко. Такая вот крышка, которая, в принципе, неплохо поддается под изгибание. Здесь типа ребра жесткости, насколько я знаю. И вот здесь стоит специальная пленка, она наклеена. Вот эта пленка. И я знаю, о чем вы думаете. Я тоже ее хочу отклеить. Я специально ждал этого момента, чтобы сделать это при вас. Первая есть. И последняя. О, да. Вот это кайф. Вот такое вот чистое стекло, в котором можно смотреть в отражение. И, кстати говоря, я слышал в интернете вот это вот стекло, которое сейчас идеально чистое, оно будет притягивать пыль. Смотрите, как выглядит. И вправду красиво. В общем, в интернете говорят то, что вот это стекло, оно будет покрываться царапинами. Я не знаю, насколько это правда, но по крайней мере так пишут. Но надеюсь, это не будет так печально. Вот, дорогие друзья, мы сейчас сняли крышку. И вот так вот у нас выглядит компьютер. Вот так выглядит мой компьютер. И вот видите, здесь провода. Вот примерно такой же здесь кабель менеджмент. В чем главный основной минус этого корпуса? Здесь вот место под жесткие диски. Здесь 3 салазки. Насколько я знаю, они именно так называются. Если они называются неправильно, то поправьте меня, пожалуйста.
Так, сейчас мы это вытащим. Попробуем аккуратно вытащить. Вот так. Сейчас я вам покажу одну из них. Вот так вот мы ее снимаем. Сюда можно поместить обычный 3,5 жесткий диск, а также сюда можно прикрепить и SSD, и еще можно прикрепить либо 80, либо 92 миллиметровый вентилятор. Вот здесь вот специальное отверстие для них сделаны. По крайней мере, есть такая конструктивная особенность. Еще можно ответить то, что вот такой еще одной запасной салазки ее нету. Вот они здесь вот как рельсы. Сейчас мы ее задвинем. Не очень удобно на рукой, знаете ли. Вот так вот оно все задвигается. Здесь у меня 2 жестких диска стоят. Сверху можно поместить еще, по-моему, 2 SSD диска. А здесь можно поместить 2 устройства 5.25 размера. Вот сама материнская плата с видеокартой и кулером. Я не знаю, почему некоторые обзорщики называют простой вентилятор кулером. Я не знаю, в чем логика, но по моему мнению, кулер это вот это кулер. Он с вентилятором и с радиатором. Но почему-то вот этот вентилятор называют кулером. Это не кулер, это просто вентилятор. Он без какого-либо радиатора, это просто пластиковая хрень. Но почему-то ее называют кулером. Я не могу понять. Думаю, что я прав в этом плане. Надеюсь, вы меня поддержите. Вот как раз таки места для вентилятора. Вот один можно поместить и второй. Здесь вот у меня здесь вот это стоит вентилятор с специальными винтами, которые, кстати говоря, идут в комплекте. Но он в комплект не шел. В комплект идет только один вентилятор, вот этот, 120 миллиметровый. И, кстати говоря, он довольно тихий. Такие вот у него лопасти с надписью Aerocool на самой крыльчатке. Вот здесь место для блока питания. По крайней мере, мой вот такой вот Thermaltake 600 Вт, он с легкостью влезает. Здесь поместится практически любая плата, ATX, Micro ATX, а также Mini ITX. Вот эти платы поместятся. Также можно демонтировать вот эти вот ножки для материнской платы. Вот одна из них. Здесь вот есть отверстие для кабель менеджмента. Но я думаю, мне тут еще стоит поработать над этим, над кабелем менеджментом. И, кстати говоря, чуть не забыл про переднюю панель. Я сейчас покажу, как она снимается. Вот здесь вот в этой области есть вырез небольшой. Мы его вот немножко тянем. Аккуратно, чтобы ничего не сломать. Вот так вот. Вот передняя панель у нас снята. Вот так вот она выглядит. Вот здесь вот такие крепежи. Вот. Вот как раз таки стоит 120 миллиметровая вертушка. И можно еще одну вертушку поставить. Тоже на 120 миллиметров. Вот эту часть просто можно либо протереть, или даже под краном помыть. Здесь вот тоже пыль собирается. Вот здесь вот. Вот здесь вот поролон. Такой тонкий поролон. Но все-таки пыль он защищает. От пыли вот эта передняя панель, она хорошо защищает. Это, думаю, можно отметить.
вставляем ее обратно, прижимаем. А теперь мы будем снимать вот эту панель. Будем снимать другую панель. Она крепится теми же болтиками. С другой стороны тоже откручиваем. Вот. Вот сама крышка, которая с вот такой вот выемкой, которая, кстати говоря, мало помогает. Она мало помогает кабель-менеджменту. Вот такой вот веселый кабель-менеджмент в этом корпусе. Вот здесь вот, кстати говоря, вырез для разъема материнской платы, он вообще здесь бесполезен. Нахрена его сюда впендюрили, я, честно говоря, не знаю. Здесь вот отверстия тоже такие, даже специально закругленные, чтобы вы свои пальцы не поцарапали. Ого. Вот здесь можно кулер процессора поменять, что ли. Вот, кстати говоря, информация о материнской плате. Это чисто у меня. Здесь место под SSD диск или 2,5 HDD диск. Точнее говоря, просто хард. Вот, кстати говоря, регуляторы скорости, то есть разъемы для вентиляторов. Вот первый канал и второй канал. Fan 1 и Fan 2. Но имейте в виду то, что здесь только трехпиновые разъемы. Четырехпиновые сюда не подойдут. Я не знаю, почему компания Aerocool решила сюда припихнуть только трехпиновые разъемы, хотя вполне можно сюда засунуть гнездо на 4 пина. Тогда можно было подсоединять и трехпиновые вентиляторы, и 4. Какая-то немножко странная логика. Здесь вот питание для реобаса. Ну вот для регулятора скорости. Он называется реобас, если что. И вот примерно такой у меня кабель менеджмент. И тем более все равно крышка закрывается с трудом. Технические характеристики корпуса Aerocool Aero 500. Тип размера Midi Tower, форм-фактор ATX, Mini ITX, а также Micro ATX. Максимальная высота процессорного кулера 155 мм. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 374 мм. Габариты: ширина 203 мм, длина 440, высота 487 мм. И высоту нужно учитывать, потому что если у вас корпус стоит под столом, то может тупо не хватать высоты у этого стола, и у вас корпус не поместится. Вес 4,6 кг, толщина металлических стенок 0,5 мм, часов внутренних отсеков 3,5, то есть обычные. HDD диски 4 места, отсеки 2,5 или под SSD 2 места. Также можно в них установить HDD маленького размера. Число отсеков 5,25, 2 места на передней панели. Всего мест под вентиляторы 5, 120 мм не больше, не меньше. В комплект идет только один вентилятор 120 мм, и он неплохо себя проявляет. Нижнее расположение блока питания. Также есть 2 полевых фильтра для блока питания и для верхней панели на магнитах. Передняя панель тоже защищена от пыли. Что я могу сказать про данный корпус? Этот корпус за свои $32 это просто отличный вариант. Но этот корпус, он имеет свои недостатки. Например, самый главный недостаток это его плохой кабель менеджмент. Он как бы есть намеки на кабель менеджмент, но все равно места под крышкой недостаточно. Все кабеля там торчат. Даже через окошко видно кабеля. И видно то, что у вас самый хреновый кабель менеджмент на свете. Но у этого корпуса есть еще про отрицательные стороны, но у меня больше
Больше я не вижу. Я думаю, основной минус это кабель менеджмент и все, насколько я знаю. По крайней мере, других минусов я не заметил. Ну да, косяк там с ножкой, но это все, это ладно, можно простить Aerocool. Так, теперь начнем с плюсов. Это наличие реабаса по сравнению с некоторыми аналогами, но тоже за такую цену можно найти корпус с реабасом, например, там Zalman какая-то модель, не помню, честно говоря. Ради реабаса его можно покупать. Реабас хорошая штука, особенно когда ставите на низкие скорость вентилятора, то есть low, и ваш компьютер становится тихим. Это я могу подтвердить своими словами, потому что вам нужно поверить мне на слово, потому что это реально тихий компьютер стал на этих настройках скорости. И если ставите высокие обороты скорости вентилятора, то, естественно, шум поднимается, но не настолько. Шум в пределах возможного. Но вот если вы играете, то в принципе нормально. Если поставить 5 вентиляторов, и будет просто КФ какой-то. И вот, по крайней мере, вентилятор идет здесь только один в комплекте. И как ни крути, но нужно докупать еще один. Особенно если у вас какой-нибудь AMD процессор, там типа Ryzen, там и прочие FX. Но вы меня понимаете. Дальше про этот корпус я могу сказать, у него хорошая защита от пыли, пылевые фильтры здесь есть. В общем, это все замечательно. К этим вопросам у меня нет. Но, по крайней мере, спереди решетка есть, и это и так хорошо. Я думаю, стоит ли вам покупать этот корпус? Я думаю, если у вас нет денег, то да, этот корпус стоит покупать. Даже ради реабаса вы можете его купить. Например, я покупал его ради реабаса, потому что, ну, громкий ПК это такое себе удовольствие. Я люблю тихий компьютер, я люблю супер тихий компьютер, и для меня это один из лучших вариантов за свои деньги. На этом у меня все. С вами был канал Mobile S. Спасибо за то, что подписываетесь на мой канал, даже несмотря на то, что видосы выходят всего лишь периодами. Спасибо вам за это. Ну и ставьте лайки, ведь я же старался для вас. В общем, всем до свидания и всем пока.